Украл. Так точно. Думал, мама не думал. Хлебца, чтоб купили. Допросите вы его, товарищ младший лейтенант. Я насчет голода знаю. Когда мать есть хочет, так не то что мыло. Простите, Крынкин, а? Оставьте ваши советы при себе, Глебов. Ну тогда я скажу, что я украл. Известно, что в актерской профессии помимо призвания немалую роль играет удача. На ее отсутствие Николай Сектименко пожаловаться не мог. Талантливый и яркий артист был буквально на расхват. К сожалению, везение – величина непостоянная. И когда оно закончилось, в жизни мужчины наступили черные дни. Николай Григорьевич появился на свет в январе 1949 года в городе Днепродзержинске, Украинской ССР. Папа мальчика трудился слесарем. Мама работала на должности сестры-хозяйки в местной больнице. После окончания школы Николай, по примеру отца, занялся слесарным делом, но после года заводских будней решил круто изменить собственную судьбу. Так, значит, артистом хочешь заделаться? Да, батя, к легкой жизни стремлюсь. Перестань дурачиться, Юра. Я серьезно с тобой хочу поговорить. Ну почему артистом? Откуда у тебя это? Ну, призвание у меня. Кто тебе сказал, что у тебя призвание? Сам знаю. Честно говоря, я думал, ты моей дорогой пойдешь. В 1968-м юноша поступил в театральное училище Днепропетровска. Не успел закончиться первый семестр, как Николай оказался на прослушивании перед выездной московской комиссией из ВГИКа. В столичном вузе задумали эксперимент. Набирался курс, на котором планировалось обучать украинскую молодежь для прицельной работы на киностудии имени Довженко. Сектименко попал в число счастливчиков и получил вызов в Москву. Парень учился в ВГИКе играючи. Помогало мощное природное дарование. Однако однокурсники и педагоги относились к Николаю настороженно. Характер подающего надежды актера оказался на редкость взрывным и неуживчивым. Однажды, будучи старшекурсником, Сектименко серьезно нарушил учебный график. Из-за систематических пропусков мастер курса Бедокуров принял решение наказать нерадивого студента. По рекомендации Владимира Вячеславовича из ВГИКа Николай был переведен в Киев на кинематографический факультет театрального института имени Карпенко-Карова. Документ о высшем образовании молодой человек получил в 1972 году. Фильмы. Как и планировалось, сразу после окончания вуза Сектименко приняли в штат Киевской киностудии. Первой киноработой начинающего артиста стала роль Сашко в картине «Зазуля с дипломом». А ну покажите язык. Скажите «а». Так я и думал. Что? Язык у вас обложен? Да чего там обложен? Язык как язык. Николай играл вдохновенно и в кадре выглядел естественно. После премьеры режиссеры взяли дебютанта на карандаш. Уже в 1973-м Николаю доверили главную роль в киноповести «Быть человеком». Здесь он сыграл Михаила Белоуса, одного из строителей нефтехимического комбината. А? Отпустить домой, что ли? Перевеши, пожалуйста. Год спустя в активе артиста появилась еще одна производственная лента. В мелодраме «Кто, если не ты» Николай примерил образ заглавного персонажа Юрия Батова. Юра, сын заслуженного уральского сталевара, только-только демобилизовался и готовился в артисты, но, провалив вступительные испытания, вынужден устроиться на завод к отцу. Перекусить бы чего, а? Ты зачем провел музыку в ванную? А с музыкой свободнее себя чувствуешь. Баб, голок зачем понавешал? Ну, батя, у каждого свое хобби. Ты вот маслины африканские выращиваешь. Выращиваю. Ежегодно количество сыгранных Сектименко персонажей стремительно увеличивалось. Универсальная внешность и виртуозная легкость перевоплощения позволяли актеру браться за любые режиссерские предложения. В 4-й серии криминальной драмы «Рожденная революцией» он сыграл кулака Иннокентия, безжалостного бандита и убийцу односельчан. Небольшая по объему роль была исполнена настолько филигранно и правдоподобно, что надолго запала в душу зрителям.
Опа. Красивая какая ты, милая. Ну, вставай. Вставай. Ну что, ребята, девка-то хорошая, колхозная. Жаль убивать, а? Пойдем с батюшкой поговорим. Батюшка, что с комсомолкой-то делать? Свидетель остался? В 1976-м Сектименко появился в двух военных картинах в совершенно противоположных по духу амплуа. Янук, спать! Выходи! Ликвидация! Пошевеливайся! А ну иди сюда, одноногий. Брось его! Позовите следователя. Поздно, отследовался уже. В драме Ларисы Шипитько «Восхождение» он перевоплотился в полицая Гоменюка, тогда как в последнем фильме Леонида Быкова «Аты баты шли солдаты» его героем стал красноармеец Глебов. Интересно, чтобы режиссеры с самого начала не рассматривали на эти роли никого, кроме Николая, а Леонид Федорович так и вовсе утвердил актера без единой пробы. Я насчет голода знаю. Когда мать есть хочет, так не то что мыло. Простите, Крынкин, а? Оставьте ваши советы при себе, Глебов. Ну тогда я скажу, что я украл. И пусть штрафнуй меня. Пусть куда угодно, лишь бы на фронт скорее. Вы под немцами не были, а я был. И не просто был, я пахал под ними, да, пахал. И все равно скажу, что я мыло украл. На излете 70-х поклонники увидели своего любимца в роли милиционера Григория в детской приключенческой ленте «Казаки-разбойники». За основу художественного фильма была взята повесть французского писателя Поля Берна. А вы кого вчера ловили, дядь Григорий? Жулика? Да нет, одного своего старого знакомого. А зачем стреляли? А чтоб не бег, слишком шибко. Чтобы остановился, как вкопанный, когда участковый просит. Правда, Гриш? Верно, А по говорю. правде, тот в бобочке. Жуликом был. Отойди, мешаешь. Бандит, Шурка, бандит. Примерно в то же время на экранах появилась детективная история о временах НЭПа «Особо опасные». В нем артисту досталась роль Селезнева, борца за установление молодой советской власти. Климов, из вещей что унесено? Не знаю. Ну, а золотишко у папаши водилось? Золотишко? Все золото отец давно сдал. Уважал наши законы. Золото сдал, а все непаны города в его золотых коронках гуляют. В 1981-м актер принимал участие в работе над фильмом «Танкодром». В киноповести Сектименко появился в образе главного действующего лица, командира роты Кольцова, испытывающего новейшие танковые приборы ночного видения. Вот так. Давайте еще раз все замерим. Когда? Да хоть сегодня. Но у нас нет другого измерителя. Извините, Юлия Константиновна, но я вчера тоже не бабочек ловил с этой вашей совой. Я в таком пекле сову испытал, что не планировали ни вы, ни я. Во второй половине 80-х артист снова примерил погоны. Он сыграл эпизодическую роль лейтенанта Крутикова в кинокартине о подвиге разведчиков в годы Великой Отечественной войны «Отряд специального назначения». Незадолго до распада СССР Николай Григорьевич снялся в боевике «Я объявляю вам войну». Его второстепенный персонаж – некто Шмагин, товарищ главного героя картины лейтенанта Афганца Ерохина, сражающегося с коррупцией и несправедливостью. Личная жизнь. Николай Сектименко был женат единственный раз. Студенческий брак с актрисой Зоей Нидбай продлился 6 лет. В этой семье родился сын, но появление наследника не уберегло семью от распада. На протяжении карьеры у видного и состоятельного мужчины не было недостатков женского внимания, однако ни одна из поклонниц артиста не стала его женой. После распада Советского Союза жизнь актера потекла по иному руслу. В кино его больше не приглашали, никакого иного способа заработка он не видел. Николая Евгеньевича накрыла депрессия, перебороть которую так и не удалось. Незадолго до смерти актер перебрался в родной Днепродзержинск, к этому времени переименованный в Каменское. Там тихо доживала свой век его старенькая мать. Родительница не стала в самом начале 2007 года, а в марте того же года за ней последовал Николай. Последним пристанищем артиста стал деревенский погост в селе Шуговка под Днепропетровском.
малая родина его отца и место упокоения предыдущих поколений, носивших фамилию Сектименко.